2022 год закончен, итоги подведены, а вы наверняка задаетесь вопросом, что же смотреть зимой 2023. С целью помочь вам решить, на какие новые аниме стоит обратить внимание, мы записываем данный ролик. Ну а находитесь вы на канале Кудасай, и мы начинаем! Авантюристы, которые не верят в человечество, спасут мир. Авантюристу по имени Ник не повезло. Команда выгнала его на мороз за растрачивание денег. Разумеется, его подставили, но доказать это невозможно. Так что теперь вся жизнь некогда великого воина состоит из пьянок, во время одной из которых Ник встречает еще 3 таких же озлобленных авантюристов и отправляется с ними зарабатывать деньги на хлеб. О приключениях этой необычной четверки и рассказывает тайтл. Ангел по соседству. Амane Фуджимия – вдумчивый, ленивый и асоциальный старшеклассник. Благодаря этим чертам характера парень без проблем избегает любые проблемы. Махиру Шиина – соседка Аманы и его полная противоположность. Она общительная, красивая и пользуется огромной популярностью среди парней. Разумеется, по всем канонам романтических комедий, парень спасает девушку от дождя, и так начинается история теплых, заботливых и порой нелепых отношений. Волшебник Ледяного Клинка правит миром. Все знают о волшебнике Ледяного Клинка, 3 года назад приведшего страну к победе. Но лишь немногим известно его настоящее имя – Рэй Уайт. В поисках мирной жизни парень поступает в Академию Арнольд, притворившись простолюдином. Там Рэю удается подружиться с 4 девушками – доброй Амелией Роуз, спортивной Эви Армстронг и книжным червем Элизой. А начинается история с того, что герой узнает о шпионе в стенах Академии, с которым ему теперь предстоит разобраться, чтобы защитить друзей. Еще раз Иппон! После поражения в последнем турнире Мичи решает перестать заниматься дзюдо. Все-таки сложно сочетать учебу и спорт, когда ты в старшей школе. Однако, придя в новый класс, девушка видит в своем классе знакомое лицо – Тову, которая победила ее на турнире. И Това хочет основать клуб дзюдо в этой школе. Ну а Мичи ничего не остается, кроме как помогать ей, ведь она все еще безумно любит дзюдо. Следить за развитием этого необычного клуба можно будет по воскресеньям. История о Мононоке. Морибито или Цукумогами – это существа, которые приходят из мира духов в наш, обретая физическую форму путем вселения в объекты, достигшие определенного возраста. Они бывают злыми, а бывают добрыми. Но для парня по имени Хёма Куната все Цукумогами являются монстрами, ибо они забрали у него что-то важное. Дедушку Хёмы не радует такое отношение внука к духам, так что он принимает гениальное решение отправить парня в семью, состоящую из Цукумогами. Сможет ли он ужиться с ними и перестать видеть в них только зло? Кайна в Великом Снежном море. Мир покрыт бесконечным и вечно растущим морем снега. Люди в такую погоду выживают как могут. Кто-то прижимается к корням огромных деревьев, а кто-то в пологе, расположенном выше атмосферы планеты. Начинается же история со знакомства парня из полога по имени Кайна и девушки с поверхности по имени Нихей. Узнать, как эта встреча изменит мир, мы сможем уже совсем скоро. Король огненной охоты. С давних времен огонь помогал людям выживать, но человечество поразила инфекция, из-за которой любой контакт с открытым пламенем заставляет людей вспыхивать, как спички. Единственным безопасным источником огня остались черные звери, духи огня, которые обитают глубоко в чаще и на которых люди объявили охоту. Среди таких охотников начали ходить слухи о некоем короле огненных охотников, который может поймать комету и навсегда избавить человечество от холода. Ну а рассказывает история о 2 простых ребятах, девушке по имени Тока из сельской местности и парне по имени Коши из города, решившего отправиться в путешествие. Их встреча точно изменит мир. Но каким образом? Куба не прощает меня, Моба. Старшеклассника Джунта Шираиши не замечают ни учителя, ни одноклассники, а его парта даже считается незанятой. Настолько он неприметный и тихий. Единственная, кто обращает на него внимание, его соседка по парте, которую зовут Нагиса Куба.
Поначалу парня бесит ее отношение к нему, потому что она очень любит его троллить. Но он быстро понимает, что именно Куба делает его будни интереснее. С этого и начинается их романтическая история, следить за которой можно уже прямо сейчас. Кулинарные скитания в параллельном мире. Очередное королевство не смогло справиться со своими проблемами и решило обратиться к помощи иномирцев. Одного им оказалось мало, так что они призвали 4. И среди них и оказался наш герой по имени Цуёси. Только вот призван он был по ошибке и обладает всего одной силой – сетевой супермаркет, позволяющий ему призывать товары из обычного японского супермаркета. Разумеется, его выгнали из королевства и отправили в свободное странствие, где он и познакомился с волком-гурманом по имени Феру, и теперь этому дуэту предстоит гастрономическое странствие по необычному миру, а следить за ним можно уже сейчас. Ледяной парень и классная девушка-коллега. Химура – добрейший человек, который обожает цветы и кошек. Мечта любой девушки, в общем. Но есть в его биографии одна загвоздка. Он – потомок Снежной Королевы. Поэтому, когда он на чем-то концентрируется, все стены офиса покрываются льдом. Наиболее опасным это становится, когда дело касается его коллеги по имени Фуицуки, которая интересна Химура. Общение с ней вызывает у парня целую бурю эмоций, способную заморозить целый офис. Проблема в том, что девушка не замечает чувств парня, и история именно об этом. Магическая революция перерожденной принцессы и гениальной юной леди. Однажды принцесса и создательница магикологии по имени Анисфия становится свидетельницей того, как блестящую аристократку Эофилию несправедливо лишают титула следующего монарха королевства. Тогда Анисфия придумывает план, как помочь девушке, который почему-то заключается в том, что они будут жить вместе и изучать магию. Мастер на все руки с Сайта в другом мире. Обычный парень по имени Сайта, который занимался мелким ремонтом и другими небольшими поручениями, оказался в другом мире. В обычных исекаях это означает, что ему нужно будет спасти мир с помощью новых, невероятно мощных сил, полученных при переходе между мирами. Но здесь этого не происходит, и Сайта остается обычным человеком. Однако его навыки все равно оказываются полезными в этом мире, и об их применении и рассказывает аниме. Мой братик теперь не братик. Махира Аяма был обычным парнем, любящим эротические игры, пока одним утром не проснулся девушкой. Оказалось, что произошло это из-за тестовых препаратов его младшей сестры Михари. Махира, разумеется, мечтает вернуться к прежней жизни, но входит ли это в планы его сестры? Мститель. Расследуя серию убийств в самурайском клане Сацума, мастер-ассасин Усуи встречает Куриму Райза, сумевшего выжить в одном из нападений. Дальше они продолжают расследование вместе и узнают, что эти нападения – нечто большее, чем простые грабежи. Смогут ли они выжить, распутывая этот клубок? Неспешная жизнь уволенного темного солдата 30 лет. Темный солдат по имени Дериэль, которому 30 лет, был с позором выгнан из армии повелителя демонов из-за недостаточных навыков. Он не владел магией, но оказывается, что повелитель демонов воспитывал Дериэля лично, а его приемный брат и вовсе скоро сам станет повелителем демонов. Ну а начинается история с того, как Дериэль спасает девушку и попадает в деревню, где оказывается, что он не такой слабый, как думал изначально. Ниер. Автомата. Версия 1.1a. 5012 год. На Землю вторглись инопланетяне и привезли с собой свои машинные формы жизни, что поставило человечество на грань вымирания. Выжившие люди укрылись на Луне и стали готовить контратаку с использованием солдат-андроидов. Но эта война зашла в тупик, потому что машинные формы жизни продолжали бесконечно размножаться. Тогда человечество решило использовать новое подразделение солдат-андроидов под названием Йорха. Рассказывает же история о 2 андроидах из этого отряда с именами 2B и 9C. Смогут ли они спасти человечество? Какие тайны им при этом откроются?
Папаши – дружбаны. Кадзуки общителен и любит азартные игры, а также девушек. Рэй – немногословный человек, предпочитающий проводить время за видеоиграми. Объединяет этих двоих профессия. Оба они – наемные убийцы. А начинается история с того, как они встречают девочку по имени Мири, которая искала своего папу в Рождество. Только вот оказалось, что ее папа – босс мафии. К чему эта ситуация приведет? Перевоплотившийся король-герой, ставший самой сильной ученицей рыцаря. Король Инглис прожил достойную жизнь, правя страной во благо своего народа. А когда настало время умирать, к нему пришла богиня по имени Алистия, решившая даровать ему второй шанс. В итоге все привело к тому, что Инглис переродился в семье главы рыцарского ордена, только вот девочкой и без особых навыков владения оружием. Но для него это стало не проблемой, а скорее вызовом, так что он продолжил путь к своей мечте жить для себя, хоть и в роли оруженосца. Реинкарнация сильнейшего Амёдзи. Эти монстры слишком слабы по сравнению с моим Йокаем. Некогда сильнейший Амёдзи был предан и убит учениками, но на грани смерти использовал секретную технику реинкарнации, отправившись в иной мир. Там балом правит магия, но парень по традиции умудрился родиться без нее. Впрочем, навыки Амёдзи у него остались, а по сравнению с ними хваленая магия просто пшик. О дальнейшей его истории и рассказывает данное аниме. Сбережение 80 тысяч золотых монет в другом мире к моей старости. В один день Мицука падает со скалы и оказывается в мире, похожем на средневековую Европу. После встречи с кровожадной стаей волков она понимает, что способна перемещаться между двумя мирами, этим и своим собственным. Пользуясь этой способностью, она решает заработать 80 тысяч золотых и выйти на пенсию со спокойной душой. О ее попытках заработать такую сумму и рассказывает данное аниме. Сказка о сахарном яблоке. После смерти своей матери Энн решает продолжить ее дело и стать мастером по изготовлению серебристого сахара. Ради достижения своей цели она отправляется в город Льюистон, в котором королевская семья проводит фестиваль сахарных скульптур. Сможет ли она там выиграть и к чему вообще приведет это путешествие? Сказ о парии. Однажды бедная сиротка по имени Вестерия встречает звероподобное бессмертное существо по имени Марбаса, преследуемое охотниками. Хоть зверь и силен физически, его моральное состояние ужасно из-за одиночества. На этой почве они решают объединиться и вместе отправиться на поиски лучшей жизни, места, где они наконец смогут найти счастье. А следить за их приключениями можно уже сейчас. Старшая карта. В мире этого аниме существуют игральные карты, позволяющие владельцу заполучить могущественную суперспособность, способную изменить расстановку сил в государстве. Чтобы избежать проблем от этих карт, король Фарландии, страны, на территории которой и расположены карты, создает специальный отряд под названием «Старшая карта». Именно в него и попадает наш главный герой по имени Финн, который оказался втянут в это совершенно случайно. Теперь ему предстоит собрать все карты и сделать это раньше конкурентов. Стать любимой собачкой. Что вы почувствуете, если одним чудесным утром проснетесь в теле пса своей популярной одноклассницы? Именно это и случилось с главным героем этого аниме. А он в целом и не против, ведь теперь за ним ухаживает милая девушка. Как будут развиваться события дальше, узнаем уже совсем скоро. Тома – девушка. Это история о двух друзьях детства – Тома и Джуничиро, которые всегда были, что называется, братанами и были готовы прикрывать друг друга. Только вот есть одна маленькая загвоздка. Тома на самом деле девушка и по уши влюблена в Джуничиро. Сможет ли она доказать ему свои чувства? Об этом и рассказывает данное аниме.
Треугольник Аякаши. История о ниндзя-экзорцисте Мацури, который неустанно чистит Японию от Аякаши, попутно защищая свою подругу детства. Но с появлением его жизни кота Аякаши по имени Широганы все меняется. Фермерская жизнь в другом мире. Умерев от болезни в возрасте 39 лет, Мачио Хираку получил возможность переродиться в другом мире и загадать несколько желаний. Он попросил здоровое тело, жить мирно, знать местный язык и быть фермером. Так и началась его жизнь в другом мире, следить за которой можно уже сейчас. Шпионский класс. В мире будущего все войны ведутся с помощью шпионов. Про одного из таких шпионов и рассказывает история. Он не очень удачлив, поэтому получил практически невозможную миссию с шансом провала 90%. И этого руководству показалось мало, так что они приставили к нему 7 девушек-неудачниц из шпионской школы, которых по каким-то причинам скоро должны оттуда отчислить. Удастся ли этой новоиспеченной команде справиться с миссией, узнаем совсем скоро. Энда и Кобаяши в прямом эфире комментируют злодейку. Сказка о двух школьниках, которые так громко бесновались по поводу злобной цундере в атомной игре, что их голоса внезапно достигли ушей главного героя, наследного принца. Теперь-то эксперты ему пояснят, кто такие цундере и с чем их едят, а заодно насоветуют, как завоевать сердце местной злодейки и спасти ее из лап клишированной смерти, забитой в игровом коде. Продолжений этой зимой тоже будет немало. 4-й сезон «Проза бродячих псов», 3-й сезон «Волшебника-воина Арфена», 2-й сезон «Избранного богами», «Клуб стрельбы из лука 2», 2-й сезон «Ложных выводов», 2-я часть 4-го сезона «Может, я встречу тебя в подземелье», «Не издевайся, Нагатора», 2-я атака, «Непризнанный школой владыка демонов» 2, 2-й сезон «Плода эволюции», «Сага о Винланде 2», «Токийские мстители», «Рождественская битва», 2-й сезон «Этот вампир постоянно умирает». Вот каким-то таким получился зимний сезон 2023-го. А какие аниме ждете вы? Делитесь в комментариях и до новых встреч на канале Кудасай.